Привет, друзья! Сегодня в Германии происходят невероятные изменения. Все началось с инициативы, которая касается почти каждого молодого человека в Германии. В правительстве Фридриха Мерца представили план частичной службы по потребности. Теперь каждому после 18 лет могут направить приглашение на медосмотр. Если добровольцев окажется слишком мало, парламент сможет призвать часть граждан к службе. А в Берлине неожиданный поворот. Известный депутат «Зеленых» Тургут Альтук покидает свою партию и переходит к социал-демократам. Он открыто говорит, что устал от внутренней замкнутости руководства. Этот шаг может изменить расстановку сил в земельном парламенте. Тем временем правительство Фридриха Мерца уточнило правила выплат для новых переселенцев из Украины. Те, кто прибыл, внимание, после 1 апреля 2025 года, больше не смогут получать полное пособие Бюргергельд, но сохранят доступ к базовой поддержке и рынку труда. Цель – сделать систему помощи более сбалансированной. Про эти и другие последние главные события часа я расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии готовится масштабная реформа службы. Цель – повысить уровень национальной устойчивости и обеспечить достаточный кадровый состав системы обороны. Сейчас Германия полностью полагается, напомню, на добровольцев, но их числа недостаточно для выполнения всех задач армии. Суть реформы заключается в двух ключевых нововведениях. Первое – обязательная медицинская и физическая проверка для всех мужчин, достигших 18 лет. Она позволит определить, кто может служить, а кто временно не годен. Второе, так называемая потребностная служба. Если добровольцев окажется недостаточно, парламент сможет обязать граждан пройти службу в армии. При этом женщины смогут служить только добровольно. Почему это важно? Германия сталкивается с новыми вызовами в сфере безопасности в Европе, и система обороны должна быть готова к различным ситуациям. Если добровольцам окажется недостаточно, это может затруднить выполнение государственных задач в сфере безопасности. Решение правительства строится поэтапно. Сначала проводится проверка абсолютно всех мужчин, затем учитывается добровольцы. Если их числа не хватит, подключается, соответственно, обязанность по решению парламента. Таким образом, реформа не вводит автоматическую обязательную службу для всех, но обеспечит возможность укомплектовать армию в любой ситуации. Для молодых людей это значит, что после 18 лет им придет повестка для медицинской проверки. Тех, кого признают годными и они не захотят служить добровольно, могут быть направлены на выполнение службы по потребности. Для страны это важный шаг к повышению устойчивости и защите интересов граждан. Следующая новость – одна из самых неожиданных в политике Германии. Внимание! В Берлине произошел политический поворот. Депутат земельного парламента Тургут Альтук, который до этого представлял партию «Зеленых», объявил о своем уходе из партии и намерении присоединиться к другой партии, к социал-демократам. Причина такого решения, по словам Альтука, недовольство внутренней политикой «Зеленых». Он считает, что руководство партии стало слишком авторитарным и оторванным от реальных проблем жителей Берлина. Депутат также делает критику на акценте на идеологической политике и отсутствии возможности для открытого диалога внутри фракции. Что это значит для политики Берлина? Уход Альтука ослабляет позиции «Зеленых», во-первых, в земельном парламенте и одновременно укрепляет социал-демократов. Альтук планирует продолжать работу в парламенте, но уже в составе новой фракции. Он намерен заниматься теми же темами, что и раньше: защитой окружающей среды, социальными вопросами и поддержкой жителей города, только в другой политической среде, где, по его мнению, есть больше возможностей для влияния. Для жителей и избирателей Берлина это сигнал. Политика динамична, и партийная принадлежность может меняться в зависимости от того, где депутат видит реальные возможности для реализации своих идей. Этот шаг и показывает, что для некоторых политиков важнее результат и работа на благо граждан, чем соблюдение партийной дисциплины. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца относительно беженцев. В Германии вступают в силу новые правила для людей из Украины. Те, кто прибыл, внимание, после 1 апреля 2025 года. Они больше не будут получать полную поддержку в виде пособия гражданского обеспечения Бюргергельд. Вместо этого им предоставят более скромную помощь по закону о поддержке просителей убежища. Причина изменений проста. Правительство хочет сократить расходы и повысить стимулы к трудоустройству. До сих пор люди из Украины получали такую же помощь, как и граждане Германии, что, по мнению властей, мешало активному
включению в трудовую жизнь. Министр труда и соцзащиты Бербельбас открыто заявила, цитата, «Мне это не нравится, но мы договорились и будем действовать». Хотя она считает, что полный доступ к полной поддержке лучше способствует интеграции, она обязана выполнять соглашение коалиции и внести изменения. Что меняется на практике? Помощь тем, кто прибыл, как я сказал, после 1 апреля 2025 года, будет меньше, при этом они по-прежнему, внимание, смогут искать работу и получать консультации. Доступ к рынку труда остается, однако полный набор льгот, как у тех, кто прибыл раньше, им не положен. Для тех украинцев, которые прибыли до 1 апреля 2025 года, ничего не меняется. Они по-прежнему получают гражданское обеспечение на прежних условиях. Таким образом, переход затрагивает только новых прибывших. Такое решение правительства – это шаг к сбалансированию социальной политики и бюджета. Оно направлено на то, чтобы новые украинские беженцы быстрее начинали работать и меньше зависели от государства, одновременно не затрагивая тех, кто уже находится в системе. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии началось активное обсуждение нового пенсионного пакета. Внимание! 32 крупнейших экономических союза направили письмо к правительству Фридриха Мерца с требованием остановить его применение. По их мнению, предложенные изменения создадут огромную нагрузку на бюджет и могут создать дополнительные риски для стабильности пенсионной системы. Правительство, напомню, хочет сохранить текущий уровень пенсии до 2031 года и предоставить дополнительные льготы для пенсионеров. Но эксперты считают, что дополнительные расходы могут достигнуть сотен миллиардов евро, а система уже сейчас испытывает давление из-за старения населения. Людей, которые платят взносы, становится все меньше, как вы понимаете, а количество получателей растет. Экономические союзы призывают сосредоточиться на реальных реформах, то есть повысить возраст выхода на пенсию, пересмотреть льготы и взносы, прежде чем принимать новые расходы. Эксперты отмечают, что без реформ пенсионная система может испытывать финансовое давление, что в будущем повлияет на размер налогов, выплат и возраст выхода на пенсию. Правительство пока обсуждает свои шаги, но письмо от экономических союзов стало серьезным сигналом. Без изменений пенсионная система Германии может столкнуться с дополнительным финансовым давлением, а планы по льготам для пенсионеров могут обернуться финансовыми трудностями. И это только начало. В Германии появились официальные сообщения. Страна включена в группу с повышенной нагрузкой по приему мигрантов и теперь может запросить отсрочку по приему дополнительных мигрантов от других стран-членов Евросоюза до конца 2026 года. Такая возможность предусмотрена новым механизмом солидарности ЕС, и именно о ней говорится в анализе, подготовленном комиссаром по внутренним делам ЕС Магнусом Бруннером. Причина включения Германии в группу риска – высокая нагрузка на инфраструктуру приема мигрантов и сложности в работе системы интеграции. Когда количество прибывающих превышает возможности размещения, обучения и поддержки, это создает нагрузку на органы власти и снижает эффективность интеграции. Союз создает механизм поддержки стран с высоким давлением. Германия сможет им воспользоваться, если ситуация ухудшится. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.